Так, девочки мои любимые, всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Мы с вами ждем Сашу с гаража, пока он там что-то быстренько сделает. Я решила сделать с вами распаковку, потому что мы как раз заехали на Wildberries, на Озон. Такая, знаете, распаковочка минимальная, но в багажнике. Сейчас. Ножички. Распаковка покупочек. В основном покупочки для Бонечки. Первое. Клин. Спасибо. Мне так многие из вас посоветовали разные средства для мытья стекол, как я и просила. И одна девушка написала мне в директ, что на Wildberries можно найти старый Клин, как я всегда покупала, и он такой же хороший, как раньше. Здесь, кстати, ни слова по-русски нет. Вообще. Интересно, для какой страны он изготавливается. Именно этот, но не важно. Короче, нормальные окна у меня будут. Дальше. Как-то мы с Сашей откуда-то возвращались, долго ехали, и я сидела в телефоне и нашла блог одной девушки, у нее там 2 собаки маленькие, и она там делилась какими-то своими любимыми продуктами. Я, как собачья мамка, конечно же, взяла себе кое-что на заметок, купила Бонечке, правда, еще не скоро, наверное, придет, ну, хотя через пару дней, из России заказала, потому что нигде больше нет, какую-то там пенку для мордочки, дороже, чем моя. Это просто кошмар. Но ее хватит на 100 лет сказывать про какие-то продукты, которые прям самые ей больше всего понравились. Вот, поэтому я заказала эту пенку, но потом придет, покажу. А еще увидела у нее тоже, она там рассказывала про средства, вернее, даже сравнивала средства, которые ей нравились больше всего, какие меньше всего. Там, знаете, подборку с Wildberries она делала. И именно для лап ей больше всего нравится использовать шампунь. Потому что у Бонечки тоже очень классный шампунь. Я покупаю на Озоне. На самом деле, она пробовала много разных, и есть какие-то даже классные наши белорусские бренды, но мне очень нравится один. Когда мы еще жили в Лиде, наша грумер использовала его, я у нее спрашивала, я вставлю картинку. Вот мы сейчас тоже им пользуемся, и раньше им пользовались. И, знаете, так обычно чередую, что-то пробую новенькое, но возвращаемся к одному и тому же. И вот этот вот шампунь именно для лап, вот такой. Хотя это шампунь, то есть не для мытья лап, но вот она писала, что очень классно именно очищает лапки, что нравится ей больше всего. Ну, такой аромат приятненький. Он увлажняющий с пантенолом. Вот с пантенолом как раз после прогулки то, что нужно. Еще супер дорогущая какая-то паста зубная для Бонечки. Стоила 53 рубля, что совсем не бюджетно. Вот, но тоже написала, что эта паста просто бомба. Очень классная. Ну, проверим. И отзывы на Озоне, я тоже на Озоне ее нашла, потому что на Wildberries не было именно такой, что именно вот разрушает этот камень. И, ну, вообще, это самое лучшее. О, тут даже еще такая вот щеточка идет. Ну, у нас такая, конечно же, есть. Но так вот удобно, кстати, на палец надеваешь и так. 70 грамм здесь. Вот она именно такая. Прям нужно пользоваться. Мне так интересно, как она пахнет. Ну, по идее, это какой-то такой запах, который нравится собакам. Ничем. Вообще. Без запаха. Ну ладно, Бонечке вообще все равно. Она все, что попадает ей в рот, ей нравится все. Вот, так что попробую, расскажу. Ну, интересно, какой будет результат. Посмотрим. Потому что такая... Ой, тут даже еще одна щеточка. Или что это? Это, наверное, так надевается. Такая, видите, как пипетка. Наверное, надевается как-то вот сюда. И так. Ну, вы поняли, да? Такой маленькой полосочкой наносится. Прикольно. Так что помою все эти штучки дома. И сегодня же и пиксика заодно обработаем, раз уж он у нас в гостях. Чтобы жизнь малиной не казалась, знаете, процедурки. Все как положено. Будут у меня с чистыми зубами собачки мои любимые. Так, что я еще заказала? Дальше у нас покупочки домашние. Увидела тоже в рилс у кого-то такую штуку. Мне показалось, что очень классно. Я нашла на Озоне. Здесь получается овощерезка, и здесь 15 предметов в комплекте. То есть она
Ну там просто на видео она измельчает, вот засовываешь что угодно и так хоп. Короче, мастер объяснил. 15 разных насадок, по-разному все измельчает. Удобно, что сразу контейнер. Все эти овощи нарезаются. Надо еще разобраться, как этим пользоваться. Понять. Делим насадок, девочки, просто 1000 штук. Ну, не 1015, но тоже много, согласитесь. Надо разобраться, потому что я с такими вещами не работала. Ой, даже щеточка, чтобы это все почистить потом. Прикольно. Короче, принцип такой. Видите, такой контейнер. О, кстати, можно так... Ну, зачем? Хотела сказать помыть, но это не то. О, книжечка даже есть, сейчас посмотрим. Короче. Сейчас сломаю еще до того, как использовать. Как-то вот так это так надевается. Оп. Потом сюда кладете какие-то остро. Например, огурец. То есть как-то вот так эти насадки. Как это менять? Ладно, почитаю инструкцию, а то сейчас сломаю. И потом так хоп. И все внутри. Хоп, помидор. Хоп, яйцо. Хоп, морковка. Все порезалось. Мотоцикл, Саша, будет нам мешать. Будешь тарахтеть? А? Ты будешь тарахтеть? Здесь же можно что-то потереть. Хорошая такая покупочка, я считаю. Вообще понятия не имею, что для чего. Надо посмотреть видео. Там было. Так, как это все теперь сложить. Так, сейчас по-быстрому, а то Саша уже заканчивает. Чтобы я вам успела все показать. Последняя очень-очень тяжелая такая ступка. На самом деле тут можно молоть сахар, соль, кофе, какао, специи и травы. То есть для такого. Но я хочу использовать, знаете, для чего? Сейчас сезон у нас начинается чая. Начинается сезон чая. И я решила, что можно использовать, например, какие-то... Сейчас тоже сделать пюре из малины, да, для чая. Ну, какие-нибудь там, не знаю, замороженные любые ягоды. Тоже так измельчить. Смотри, какая машина. Измельчитель. Машина. Да вообще. Ты так, смотри. Кладешь что-то и потом так хоп. Просто. Дайсер. Сейчас буду делать салат создал. А это такая ступка. Не только открыть. Аккуратно с ножом. Саша, пожалуйста. Так, нет, еще тут. Может, дома открыть? Нет, я показываю девочкам. Последняя покупка осталась. Просто посмотрите, тяжело. Еще это очень красиво выглядит, как будто мрамор. Ну, такая ступка, я думаю, вы понимаете, что это такое. Вот, и я думаю, так будет очень красиво. Приятно делать, например, малину. Хотя, наверное, она выможется, впитается, ну и ладно. Итак, хоп-хоп, измельчить пюрешку эту. Или облепиху, что угодно. И сразу в чайничек залить, и будет просто красота. Все, девочки, спасибо за внимание. Пока. Мы сегодня едем в торговый центр посмотреть, что у нас там есть интересненького. Я, кстати, очень давно не была уже в Заре. Посмотрела на сайте, что есть уже в наличии в Минске. И знаете, как-то ничего такого нет осеннего. Поэтому я думаю, что шопинг-влог у нас с вами будет или в конце сентября, или в начале октября. Он обязательно будет. Сегодня просто посмотрим, что есть на данный момент. Зайдем с вами в Зару, Stradivarius. Что там еще у нас? Бершка, Pull&Bear, Ойша. Конечно же, как всегда, зайдем в Zara Home. Так что оставайтесь со мной. Вообще такая жара на этой неделе. Сегодня у нас 4 сентября. На следующей неделе тоже прекрасный прогноз. Я очень рада. Вообще не спешу в осень. Хотя уже на самом деле можно было бы сменить гардероб летний на осенний, но как-то я еще не готова смотреть на свитера. Так что пока греемся. Я уже на месте. Первым делом с вами пойдем в Зару.
вообще ничего. Даже не за что было зацепиться. Какие-то еще старые летние коллекции. Вот, кстати, если вам нужны будут красивые босоножки на гигантском каблуке с такими бантиками, прикольно выглядит, но вот такой, как будто бы не очень удобный. Но мало ли. Очень красивые балетки, замшевые, такого правильного алого цвета, очень здоровские. Опять же, мне нравится такая акцентная обувь с самыми простыми образами, чтобы сделать такой классный акцент. Очень легкие. Вот, если что, цена и артикул. И видите, это кожа. Короче, осени, кажется, в этом влоге не будет. Давайте смотреть просто что-то очень красивое. Смотрите, сумка произведения искусства. Она такая довольно тяжеленькая, очень-очень акцентная, конечно. Не знаю. В принципе, помаду и ключ сюда положить можно. Очень прикольно. Смотрите, какая красота. У меня нет ничего такого цвета. Это самый актуальный цвет этой осени. Но я хочу себе купить что-нибудь такой, знаете, в глубоком коричневом цвете. Каблуки, к сожалению, я не ношу, но очень красивые. Ну, в смысле, в повседневной жизни. Не ношу. На выход, конечно, можно. Очень-очень красивые. Мне кажется, они здесь появлялись уже несколько раз. Я видела у других девушек, что они сразу sold out. Вот артикулы и цена. Еще такая обувь. Знаю, что не для всех, но я обожаю что-то такое, что не для всех. Что не все поймут. Очень модные. Сумочка, кстати, тоже неплохая. Прикольная такая, акцентная, красивая. Давайте тоже вам покажу артикул и цену. Так, забыла, кстати, обувь. Наверное, я вам не показала цену, да, и артикул. Это тоже кожа. Вся эта бельгевая коллекция у нас тоже представлена. Все это вернулось. Он, кстати, очень даже неплохого качества, этот топ. На таких тоненьких бретелечках. И вот эти платья. Я думаю, что многие видели их. Просто сейчас уже ничего не хочется такого легкого покупать. Ой, кстати, девочки, если вы устали от леопарда, очень рекомендую. Тоже красота. Такой маленький каблучок, очень стильный, тоже очень акцентный. Вообще, знаете, когда самый простой образ, вот добавить какую-то классную пару обуви, сумку, аксессуары и все. Ничего не надо больше. Кстати, в этом красивом цвете очень обычное такое трикотажное платье. Видите, здесь как поло сделано. Цвет более глубокий, чем на камере. На камере он какой-то слишком светлый. Цвет обалденный. Вот, видите? Вот так лучше видно. Ну, такой тоненькое. Полной длины. Сейчас покажу. 139 рублей. Ой, вискоза, кстати. Класс. Тумки. Вот, в общем, появляется наш популярный цвет. И еще такой длинный, большой шопер. Тоже в этом цвете, но он такой абсолютно форму не держит. Понравилось платье в таком синем цвете. 3 размера S, M и L. Возьму примерить. Очень красивый такой глубокий синий и красивые золотые пуговицы. Просто покажу вам. Очень всегда, конечно, в Заре акцентные украшения. Классные, красивые. Смотрите, какие серьги. Но они такие тяжеловатые. Но красота. Вот сейчас, знаете, летом я не очень люблю такие супер тяжелые украшения, потому что я, в принципе, летом в таких девчачьих платьях, и хочется что-то тоненькое повесить на себя, а вот осенью уже хочется прям обвес. Популярные балетки. Вообще я должна сказать, что сегодня прям концентрация классной обуви здесь в Заре. Они весной тоже были. Они постоянно здесь бывают, но их сразу раскупают. Кстати, вот смотрите, эта комбинация. Ну, понятное дело, что это не для офиса, но прикольно. В отпуске на ужин я такое прям вижу. Вот еще, видите, в таких больших пайетках тоже комбинации. Футболки моего любимого цвета.
просто разных оттенков. Ой, смотрите, какая прикольная. Еще вот такой цвет очень нравится тоже. Такой, знаете, выстиранный, серый. И сзади. Такая прикольная морская тематика. Вообще в Заре классные принты футболок. И мне очень нравится еще в Лайме. И вообще, смотрите, всегда в мужских отделах тоже обязательно футболки. Просто самого маленького размера, пускай это будет оверсайз. Ну, в принципе, мы всегда берем такие свободные футболки. Они там почему-то очень часто более качественные и такой прям плотный хлопок. Едем с вами дальше. Возможно, повезет где-то в другом месте. В Страдивариус с вами зайдем. Это в прошлый раз мне понравилось. Может, что-то еще есть интересненькое. Мы с вами были когда 2 недели назад в другом Страдивариусе в галерее. Сейчас я в Данмол. Как-то мне все нравилось. Сейчас даже глаз ни за что не цепляется почему-то. Не знаю. Может ли быть такое, что ассортимент разный? В Заре понятно. Но Страдивариус, мне кажется, везде одинаковый. Так, я тут нашла отдельный уголок с брелоками на сумку. Вы знаете, да, что тоже это сейчас супер тренд. Обвес на сумки. И обычно нужно это где-то искать. По крупицам собирать на каких-нибудь маркетплейсах, а тут прям целый уголочек. Кстати, очень прикольный брелочек. Прикольные такие по цене. 39,99. Такие прям дутые бантики. Цветочки. Какой-то с ключиком какой-то тоже такой брелочек. Это тоже 49,99, но у него есть, видите, такой золотой этот карабинчик. Они прям разные. Прикольно, так что идите в Страдивариус за брелочками. Тоже, смотрите, такой прям платочек на сумку с таким золотым сердцем. 39,99. Классно смотрится. Еще есть такие сумочки, мини-сумочки. Кстати, может, это для наушников чехол. Можно положить сюда, да? Ну да. Вот есть такие и еще в другом цвете. 49,99. Такие сердечки. И такие вот золотые, тоже прикольный, красивый цвет. Ну, смотрите. В общем, класс. Ну, сюда тоже, например, можно какие-то монетки складывать. На сумку повесить. Красивый такой красный цвет. Вот, кстати говоря, здесь еще очень классные шоперы. Если нужно с собой носить много. Такой красивый, как будто бы выстиранный леопард. Не контрастный, очень спокойный. Такие вот тоже. И они довольно вместительные, большие. Так, если вы любите посуду так же, как я, то давайте смотреть эту красоту в Заре. Всегда просто какие-то невероятные тарелки. У меня огромная корзина на Wildberries, вот 29,99. Ну, знаете, на Wildberries такие же цены, очень красивые. Вот эти тоже, они давно здесь уже представлены. Эти такие зеленоватые узоры, еще бывают синие, такие бордовые. Ну, тоже цены, как на Wildberries, мне кажется. Тоже можно собрать такие целые комплекты. Вот такая большая. Большая тоже 29,99.
Я сейчас оделась, чтобы пойти красить волосы. Сегодня у нас четверг, я записана на 6 вечера на окрашивание. Я буду там минимум 2 часа, приду домой и как бы уже готовиться ко сну. Ой, девочки, если честно, я так, знаете, рада осени из-за того, что рано темнеет. А я же люблю рано ложиться. Я уже вчера в 8:50 поделала свои дела. Пошла уже, в душ сходила, все нанесла ночное, пошла уже, легла в кровати, лежала. Ну, не 8:50, конечно, легла, но 8:50 пошла делать свои процедуры. Но вы знаете, да, что если зимой мой муж уезжает, он по работе, то я в 8 вечера могу пойти лечь спать. Я обожаю это просто. Уже хочется, когда темно, а я же встаю рано и ложусь как бы тоже рано. Так что вот, мне там еще осталось немножко работы в телефоне, закончу и, в общем, совмещу приятное с полезным. Футболочка на мне Zara. Вы спрашивали, как я вам показывала ее. Я ее покупала еще в Испании. Вот. И джинсы, кстати, тоже Zara те драные. Так что идем красить волосы. Да, вчера у меня получился бесплатный день в торговом центре. Действительно, мне даже ничего не захотелось купить как-то. Ну, не было еще осени. Обязательно пойдем позже, ничего страшного. Но я нашла один трикотажный костюм на Wildberries. Вот сейчас как раз он пришел. Пойду зайду, потому что у меня Wildberries и салон, в который я хожу, это буквально 5 минут моего дома, и как бы заберу костюмчик трикотажный из Зарины, такой молочный. Я заказала себе 2 размера брюк, чтобы посмотреть, как они будут сидеть. Собрала такой костюмчик. И еще один трикотажный костюмчик заказала у белорусского бренда. Потому что я вам говорила, да, что спортивные все, а вот трикотажный его можно носить, ну, он, знаете, такой более аккуратный, скажем так. Вот я люблю трикотажные вещи. У меня, кстати, брюки из Зарина трикотажные, тоже одни есть. Наверное, года 4, и с ними все супер. Так что все, срочно приводить эту голову в порядок. Мне, кстати, знаете, не очень видна седина в этот раз, потому что я нанесла вчера эту пудру от Палец. Ну, я вам показывала. Давайте еще раз покажу, где она тут у меня. Вот такую пудру. Главное, я не использую пуховку, которая идет в комплекте, а беру обычную кисточку, плотно набитую для теней, такую толстенькую, и наношу вот в зону пробора, особенно если у меня отрастают корни. Ну, у меня же цвет не отличается, я крашусь из-за того, что у меня седина. И седые волоски, конечно, на темном фоне очень видны. И если волосы просто распущенные, объемные, то как бы не бросается в глаза. Хотя, может, и так не особо люди замечают, кто там рассматривает меня тогда пристально. Но я же сама вижу, а все в первую очередь мы делаем для себя. Поэтому, когда делаю гладкий хвост, то, конечно, более заметно, когда вот они уже начнут отрастать. Я крашусь где-то раз в 4 недели, раз в месяц. То использую вот эту вот пудрочку, и она меня как бы выручает на последние деньки. Вполне себе нормально. Я вот и вчера нанесла, и даже сегодня еще все хорошо. Так, в общем, забрала костюмчик из Зарины, выкупила его. Здесь получается такой свитерочек. Он не очень плотный, такой трикотаж с разрезом, то есть легко можно носить этот свитер. И отдельно. И мне очень нравится, что закрытое горло, потому что я не очень люблю шарфы. Особенно под пальто. Вот под пальто вообще не люблю шарфы. Когда это какая-то куртка, там понятно. Ну, в общем. И брючки такие прямого кроя. И они максимум на рост 170, хотя, мне кажется, заявлено чуть выше. Но это просто я очень люблю, чтобы они были прям в пол. То есть, ну, для меня это прям важно. Потому что в брюках прямого кроя длина прям очень важна, иначе просто как подстрелок. Ну, я выгляжу, мне так кажется. Вот, поэтому мне очень понравились по длине. То есть у меня такой довольно приличный запас, но я не буду ничего убирать. Такое очень-очень приятное качество, красивый цвет. Там несколько цветов было, оставлю артикул, вдруг кому-то интересно. И хорошая цена, весь костюм там получился чуть больше 200 белорусских рублей. Вот, и я жду еще один от белорусского бренда, не успею уже прийти к этому влогу, в следующем покажу. Он получился дороже. Короче, сейчас примерю. Так, ну вот, вы мне, пожалуйста, извините, я по-быстрому отпарила, потому что у нас так жарко. Я хочу по-быстрому показать и снять, потому что у нас жара. Я буду носить сейчас осенью
когда похолодает, с кроссовками или с какими-то кедами. Потом зимой я ношу такие костюмы просто с пальто и с угами, вообще с любой обувью. Очень такие приятные, уютные, красивый цвет. Вот такой вот свитерочек, видите. Надо, конечно, было хорошо отпарить. Свитерок у меня... Блин, забыла, какой размер. Я оставлю, по-моему, ну, точно самый маленький. Но забыла, как называется. Брючки на мне XS. И брючки я всегда подворачиваю, чтобы они комфортнее сидели, потому что когда я их надеваю как положено, знаете, тут так торчит, ну, потому что они мне велики всегда в талии. И по длине они, видите, полностью закрывают мой кроссовок. Вообще, если честно, я сейчас немножко в хорошем смысле удивлена Зариной, потому что постоянно в последние вот месяцы их коллекции я захожу, и мне хочется что-то купить. Все нравится, реально молодцы. Вот у них сейчас новая коллекция была Iconic, по-моему, очень классная. А сейчас они тоже анонсировали с Роговым, я видела коллекцию, мне там очень понравилось пальто, но пока еще нет в продаже. Как появится, было бы интересно примерить. Там такой красивый серый цвет, оно прямого кроя, длинное. Ой, в общем, вот. Я очень люблю трикотажные костюмы, потому что для меня это, ну, такое больше мое, чем какие-то обычные спортивные. Несмотря на то, что я с удовольствием осенью и зимой ношу спортивные костюмы, у меня их много. Хочется, знаете, такое максимально все носить, когда холодно, уютное, приятное к телу. Но для меня, то есть я не везде смогу пойти в спортивном костюме. То есть в теории, конечно, смогу, но мне некомфортно будет. А в трикотажном то же самое, очень приятно, комфортно. Они всегда обычно мягкие, приятные к телу, такие теплые, но как-то аккуратнее. В моем стиле больше это смотрится. И опять же, кроссовки, то есть все тоже максимально расслаблено, но такой немножечко другой образ. Вот, так что можно присмотреться, как они будут. Надеюсь, что коленки не вытянутся. Если нет, то, возможно, куплю себе уже какой-то еще и в другом цвете, потому что мне очень нравится длина свитера. То есть вот такой разрезик закрывают зону паха, такой максимально расслабленный. Длиннее как бы не нужно. И, короче, я бы тоже не хотела. И брюки на меня классной длины. И они такого прямого кроя, как мне нравится. Короче, такая вот покупка. Все очень жарко. Пришла в ванную, чтобы помыть кисти. Беру с собой такую вот обычную мисочку. Сюда сейчас добавлю шампунь, горячую воду, и я засовываю кисти немножечко, чтобы они отмокли. Они потом гораздо проще моются. Вот это я делаю, ну, обычный любой шампунь, который у меня есть, немножечко добавляю. Получается такой, знаете, мыльный раствор, и они там полежат, допустим, минут 20, и я потом уже с мылом их хорошо отмою. Все свои кисти для тона я мою после каждого использования. Видите, у меня их так много. Их собираю в течение недели, то есть утром накрасилась, все, у меня кисть отправляется в мойку. И чтобы не мыть их каждый день, для меня реально очень удобно, когда у меня там штук 7-8 кистей для тона есть. Вот у меня они заканчиваются чистые, я сразу иду этот день и мою все кисточки. Это очень важно, так было у меня, сколько я себе помню. Сухие текстуры не проблема, да, то есть их там можно мыть, ну, не знаю, допустим, раз в неделю, это если по-хорошему, да, ну, потому что все-таки сухая текстура есть сухая, но вы просто представьте, тон вы наносите, потом все эти бактерии размножаются, это же такая грязь, ну, тон же у нас все-таки влажная текстура, и потом как можно ей пользоваться еще раз, в принципе, он же ложится плохо, то есть кисточка уже не наносит тон так хорошо, не говоря уже даже о гигиене, поэтому я очень вам настоятельно рекомендую. Опять же, из классных бюджетных кистей это Reality Knicks, мне они очень нравятся. В Европе они вообще копейки стоят, удобно. Есть чуть подороже, вот у меня есть от Manly Pro 113 и 106. Классные кисточки, тоже мне очень нравятся, золотом яблочко покупаю. Потом у меня есть Лимони, тоже очень классная кисточка, одна из любимых. В принципе, все у меня, которые есть, я всех обожаю. Но она сейчас не продается. Как всегда, рекомендую вам Рилуи, бюджетная, можно на Wildberries купить, если вы не из Беларуси. 0,3, она единственная такая вот для тона. Девочки, простите, грязная показываю, она мне, видите, такого цвета красноватого, потому что я этой же кистью наношу и кремовые румяна потом. То есть
нанесла тон и потом сразу же румяна, поэтому они иногда у меня еще в румянах. Вот, очень хорошая, плотно набитая. Реально рекомендую. Вот тоже можно купить 2-3 штучки, чтобы не мыть каждый день. Вот. А мыло больше всего мне нравится ушастый нянь, отбеливающее или против пятен. Вот оно прям классно тоже промывает. Оно и само по себе хорошо справляется, но если они еще полежали в мыльном растворе, то вообще идеально. Кстати, тоже наконец-то дошли у меня руки вчера. Включила Эмили в Париже. Они там полчаса идут, и у меня вчера Саша был в Лиде, и вечером я была свободна, в общем, включила, уже смотрела, все посмотрела, там всего 5 серий вышло, и вторая часть 4-го сезона выходит, по-моему, 12 сентября. Обожаю эту девчачью атмосферу, так мне нравится. Сюжет, конечно, уже такой довольно привычный за 4 сезона, но чего-то новенького там особо и не ждешь. Единственные, конечно, главные герои. Господи, все 4 сезона, что-то у них там все происходит, они никак не могут быть вместе. О, это, конечно, не для меня такой трэш. Я вообще не эмоциональный качели человек. То есть у меня либо да, либо нет. Все, у меня вот этой серединки у меня не бывает. Но это же сериал, поэтому с удовольствием посмотрю. И вторую часть тоже. Кстати, Пиксика уже забрали. Уже пару дней назад его забрали, Олины родители. И сразу, знаете, так непривычно было. Потому что привыкаешь к 2 собакам. Ой, они с Бонькой такие хорошие друзья, и вообще никакая не проблема, их и оставить можно, мы по камере смотрим, и прям они так хорошо играются, и когда нас нет, они просто спят, ничего там не делают плохого, так что идеальные собачки. Вот у меня, видите, получилась такая вот мыльная водичка, и запускаю туда свои кисточки. Все, пускай немножко постоят, а я потом их помою. О, кстати, у меня остался только один мой кондиционер, ну, вернее, 2, надо заказать. Я очень-очень их люблю. Вот эти вот. Ну, вы знаете, 100 раз вам показывала, на Wildberries покупаю. Что-то они так быстро у меня закончились. У меня было сразу, наверное, 5 или 6 упаковок, а потом сразу в один день все закончились, только хамам остался. Надо заказать, пока не забыла, то увидела. Конечно, по традиции, девочки. Метафорическую карту сейчас с вами вытянем. Ой, что-то у меня в голове закружилась голова. У меня сейчас такие сильные головные боли. У меня бывает такое, особенно когда смена сезона, смена погоды. И вот у меня последние 3 дня я без таблетки я просто не могу. Но у меня, к сожалению, это база. Голова моя. И мне еще, знаете, не помогает. Так, не буду с плохой энергетикой карты трогать. Мне еще помогает всегда только анальгин. Вот мне, когда что-то болит, мне ничего другого вот не помогает. То есть я могу это выпить, какие-то другие препараты. За всю свою жизнь я столько всего пробовала, всяких обезболивающих. Причем, что во мне не болело, да? Ну, что там, снять какой-то вот именно спазм и вот это убрать головную боль. Мне всегда помогает только анальгин. То есть я могу выпить какую-то другую таблетку, но она мне точно не поможет, и потом я все равно пью этот анальгин, поэтому я уже особо не экспериментирую. Но я пробовала реально очень много всего. А анальгин — это же такое отстой, короче. Но только он меня спасает, поэтому головную боль я просто, ее ж невозможно терпеть, невозможно существовать нормально. О, Саша забрал мой заказ, Сазан скоро придет, покажу. Так, все, у меня уже хорошее настроение, прекрасное. Сейчас мы с вами выберем карту на следующую неделю. Напоминаю, что это маг-карты. Это ассоциативные карты, то есть вы сами придумываете свое назначение, что вы увидите. Поэтому можно использовать как карту дня, то есть пожелания на день, да, может на неделю, вот как я сейчас вам что-то такое вытяну, вы можете использовать как пожелание на неделю, либо задать себе какой-то вопрос и сами для себя его ответите, но я вам еще по книжечке прочитаю, если у вас не будет никаких ассоциаций. Так, давайте, что ждет моих любимых девочек и меня тоже на следующей неделе. Ой, какая красивая девочка. У меня, как всегда, конечно же, только хорошие ассоциации. Смотрите, какая птичка вверху. Но чтобы вас не сбить, не буду говорить, что вижу я.
чтобы не навязать свое мнение. Так, это у нас внутренняя настройка. Эта карта приглашает тебя на момент остановиться и прислушаться к гармонии своих чувств. Найди те ноты в душе, которые звучат ясно и чисто. На этом этапе ты начинаешь слышать и понимать музыку своей души. Как музыкант, деликатно настраивающий свой инструмент, научись калибровать внутреннюю струну своих ощущений. Твои мысли могут управлять тобой, или ты можешь управлять ими. И это две разные истории. Вот согласна. Помни, что эти могущественные силы способны формировать твою реальность. Призыв этой карты — обратить внимание на то, как ты взаимодействуешь с собственными мыслями и реакциями на них, осознать этот процесс и дать ему правильное звучание. Прекрасная карта, очень мне откликается. Вот такие красивые цветочки. Олина мама, когда забирала Пиксика, привезла мне с дачи такой букетик. В этот же день я тоже поставила только новый букет, но он уже завял. А вот дачные цветочки нет. У меня тут из моего букета только остались такие вот гвоздички. То есть очень люблю такие гвоздики, они долго стоят, и в букетах они так всегда хорошо смотрятся. Вот, так что очень-очень приятно. Цветочки от папы, к сожалению, уже пришлось выбросить, но они тоже очень долго простояли. Я здесь уже готовлюсь к чайному сезону. И кое-что заказала на Озон. На самом деле уже давно лежало у меня в корзине. Несмотря на то, что у меня сейчас много чая, летом все равно не хотелось его пить, и я не заказывала. Ну, в смысле, пить так часто, потому что я все равно пью чай, но осенью и зимой, конечно, особенно. И, в общем, у меня в корзине лежал вкуснозелье чай. Не знаю, где я его увидела. Помню, что как-то искала его, и было только на Озоне. На Wildberries, по-моему, не было. Они в таких баночках идут, и мне нравится, что здесь, видите, такие ингредиенты, то есть все видно. Это какой-то таежный сбор, не знаю, что у нас здесь. Асам, травяной сбор, василек, лист брусники, клюква, липа, шиповник, сосновые почки, рябина, можжевельник, ромашка. Просто заварить в чайничке я обожаю. Если честно, я в основном люблю все такое фруктовое, какие-то ягодки, но почему-то взяла и такой. Потому что он был в наборе. Вот, мята и малина. Видите, то есть такой он яркий, красивый. Такие листочки. И здесь сколько грамм? 100. 100 грамм. И здесь у нас асам, травяной сбор, мята, малина, календула, гибискус, яблоко, гранат. А вот здесь как раз-таки вот уже то, что я очень люблю. Фруктово-ягодный. Видите, прям апельсин, какая-то травка. Роза или что это? Здесь у нас каркаде, вербена, лепестки розы, цветы апельсина, шиповник, брусника, апельсин, яблоко, груша. Вот, видите, они прям так запечатаны. А еще заказала вот такие вот малютки тоже попробовать. Здесь тоже, смотрите, прям какие кусочки клубники, да? Вот мне нравится, когда кусочки прям видны. Вот здесь у нас клубника и шиповник. Тоже, видите, весь состав, все читается, все видно. Ой, смотрите, что тут такое интересное. И вот такой вот. Так, прикольно, вот этот такой тяжеленький, сколько здесь. Ну да, девочки, один пакетик на 600 миллилитров. 6 минут заваривать. То есть вот эта одноразовая штука. Необычно, не знаю даже. Ну, посмотрим. Но мне кажется, что он такой крепкий будет, потому что все равно вот этой черной травки много. Ну, короче, посмотрим. Вот смотрите, как красиво. Это я открыла фруктово-ягодный аромат. Просто бомба. Я хотела поблагодарить вас за ваши добрые слова под предыдущим влогом. Очень приятно, что меня окружают именно такие девушки, что меня смотрят такие зрительницы, у которых совпадает видение жизни с моим. Это очень важно и дорого стоит. И, конечно, спасибо за то, что вы такие. Завтра воскресенье. Я буду работать у нас в Too Close. Уже сложилась какая-то такая традиция. Вот, но моя Оля уже скоро вернется, поэтому будем делить с ней наше воскресенье. Вот, тоже у нас там приехали новиночки на этой неделе, поэтому работы, короче, хватает. Вот, ну что, девочки, буду с вами прощаться.
Попрошу вас, пожалуйста, поставить мне пальчик вверх, это очень важно и, конечно, очень приятно. Как обычно, желаю вам самой прекрасной недели. У вас обязательно произойдет что-то очень хорошее, и у меня тоже. Увидимся в следующем влоге уже совсем скоро. Пока-пока.